Здравствуйте! Сегодня мы обсудим интересную идею, которая существует в исторической науке, что Бенедиктинский орден стал основным двигателем восстановления Европы после падения Римской империи. Правда ли это? Или же роль этих монахов в истории оказалась несколько иной? В начале Средневековья в Европе происходил длительный период трансформаций. После распада Западной Римской империи различные германские и другие племена мигрировали по ее бывшим территориям. Города и торговля пришли в упадок, античная культура и система образования значительно сократились. Казалось, что наступили темные века, но в это же время начался процесс обновления. Его источником принято считать бенедиктинское монашество. Однако задолго до появления бенедиктинцев восстановлением Европы занимались другие монахи. Святой Бенедикт Нурсийский обобщил и развил их опыт, создав свой знаменитый устав. Считается, что новизна устава святого Бенедикта заключалась в акценте на труде. Однако на практике он играл важную роль и в других западных монашеских традициях, таких как августинцы и кельтские монахи. В первой главе Ирландского устава Колумбана вводится великий принцип послушания, одним из проявлений которого был постоянный тяжелый труд. Малейшее отклонение от правила влекло телесное наказание или суровый пост. Как и другие западные монашеские традиции, Бенедиктинский устав подчеркивал идею самодостаточности отдельного монастыря и его независимости от внешнего мира. Изначально святой Бенедикт стремился избегать мирского знания, которое могло отвлечь монаха. Писатель Кассиодор, устроивший в своем родовом имении монастырь, дополнил обязанности монахов научными знаниями, что было принято бенедиктинцами. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки. В начале своего существования Бенедиктинский устав был популярен преимущественно в Италии, где святой Бенедикт основал несколько монастырей, включая знаменитый монастырь в Монте-Кассино. С конца VI века, благодаря усилиям папы Григория Великого, Бенедиктинский устав стал распространяться за пределами Италии. Важную роль в этом сыграла посланная папой Григорием Великим миссия бенедиктинских монахов во главе со святым Августином, отправившаяся в Англию в 597 году. До этого христианизация среди англосаксов активно велась кельтскими миссионерами. С поддержкой местных королей Бенедиктинский устав необычайно быстро утвердился на юге Англии. После синода в Уитби кельтские монастыри на севере также перешли на Бенедиктинский устав. При этом ирландские монахи продолжали сохранять традиции кельтского устава святого Колумбана и изначально стали важной частью миссионерской деятельности Бенедиктинского ордена, активно распространяя христианство на континенте. Миссионеры, такие как Виллиброрд, сыграли ключевую роль в этом процессе. При поддержке папства бенедиктинцы продолжали распространять свой устав, теперь же среди существующих на континенте монастырей. Например, на юге Франции монастырь Лерен, давний центр христианства, воспитавший множество выдающихся церковных деятелей, стал ареной конфликта. В 660 году при попытке внедрения правила святого Бенедикта здесь был убит монах Агульф, впоследствии канонизированный. Среди кельтских монастырей на континенте, начиная с аббатства Люксей в Бургундии, утверждается смешанный устав, объединяющий бенедиктинские традиции и кельтское правило святого Колумбана. Чисто бенедиктинские монастыри возникали лишь в тех случаях, когда местные епископы предписывали исключительно правила Бенедикта. По инициативе святого Бонифация Бенедиктинский устав был законодательно закреплен во Франкском королевстве в 742 году. В самой Италии орден пришел в упадок, и мощи святого Бенедикта были перенесены во Францию. Сопротивление принудительному внедрению устава Бенедикта оказывали некоторые бенедиктинские монахи кельтского происхождения, как, например, святой Вергилий в Баварии. Тем не менее, кельтский устав был вытеснен во многих крупных аббатствах, изначально основанных выходцами из Ирландии, например, в Швейцарии, в Сант-Галленском монастыре. В империи карлингов унификация монашества на основе бенедиктинского устава становится важной частью внутренней политики. Бенедиктинец Бенедикт Анианский был наделен императором Людовиком Благочестивым общей властью над всеми монастырями империи. На Ахинских соборах 816-819 годов он предписал всем монастырям следовать Бенедиктинскому уставу. Все отклонения от единого устава и обычаев, согласующиеся с духом бенедиктинской традиции, подлежали искоренению. Это во многом отходило от первоначальной идеи святого Бенедикта Нурсийского, который допускал существование разнообразия традиций. Тем не менее, степень унификации после Ахинских канонов ограничена. Это скорее была декларация о намерениях. При карлингах бенедиктинские монастыри стали крупнейшими землевладельцами, приобрели ряд привилегий, судебный и налоговый иммунитет. Они были высвобождены из-под власти местных сеньоров и епископов. Их монастыри доминировали в сфере образования, науки и книжного дела. Бенедиктинскими стали монастыри, основанные задолго до их появления, например, Мармутьё, созданный в IV веке Мартином Турским. В IX веке бенедиктинство стало единственной формой монашеской жизни во всей Западной Европе, за исключением Шотландии, Уэльса и Ирландии, где кельтское правило все еще преобладало в течение еще 1 или 2 столетий. Айона стал бенедиктинским только в 1203 году. Кельтский монастырь Бобио в Северной Италии постепенно перешел на бенедиктинский устав и полностью был принят в 1448 году. Единственным монашеским уставом, который сохранился от поглощения, стал устав святого Августина.
Бенедиктинское монашество распространилось в Скандинавии после принятия там христианства, но в католических странах на Востоке оно имело меньшее влияние. Устав Бенедикта не смог предотвратить разложение монашества. Бенедиктинцы передавали физический труд зависимым крестьянам, отходя от первоначальных принципов. Распад Каролинской империи ослабил их поддержку и привел к упадку монастырей. Тем не менее, бенедиктинцы сыграли ключевую роль в новом возрождении. Монахи из Флери и Сен-Дени содействовали становлению династии Капетингов. Реформационные движения, такие как Люнийская реформа, опирались на дух Бенедиктинского устава. Но они не были независимыми и самодостаточными, как ранее, а создавалась строгая иерархия монастырей. Исходя из предоставленных фактов, вы можете сделать собственные выводы о том, какую роль бенедиктинцы сыграли в становлении Европы. Был ли их устав уникальным и какое место занимали их приверженность труду и науке, укреплении ордена по сравнению с покровительством пап и императоров. Вы можете поддержать канал, сделав пожертвования. Ссылки на мои страницы на Patreon, Privat24 и PayPal вы найдете в описании под видео. Ваша поддержка очень важна.